Всем привет, друзья! Вы на канале Славик 65, посвященном велотуризму, байдарочному туризму и вообще всему самому позитивному. И сейчас мы, пользуясь последними октябрьскими деньками, выехали вместе с велоприцепом в лес под Киев, подальше от шума машин, попить чай, посидеть, полюбоваться лесом, заодно немножко напилить дров. И заодно я вам расскажу про изменения в велоприцепе, которые у меня произошли. Потому что у меня одно видео есть, ссылочка будет внизу, вы можете на него посмотреть. Оно старое, где я рассказывал про этот свой прицеп только когда я его купил. А теперь у меня произошли некоторые изменения, о которых я хочу вам рассказать. Тут песок рыхлый, и приходится все толкать. Но зато, ой, какой красивый лес, посмотрите. Впереди такое еще остались листья. Прямо сказка, никого нет. Красивенная дорога такая, которая освещается солнышком утренним. Красота. Я немножко решил зайти вглубь леса, чтобы меньше был слышен шум машин. И тогда рассказать вам про прицеп. Сейчас где-то припаркую мое транспортное средство и вперед. Ну вот, мы припарковались в красивом месте. И я хочу вам рассказать о моем верном друге и помощнике, серия номер 2. Что здесь произошло нового с того момента, как я его купил. Прошло очень много времени. Он у меня где-то года полтора просто стоял в подвале в силу определенных причин. Но последние месяца 3 я его использую в хвост и в гриву, скажем так, в утилитарно-домашних целях. То есть я в нем привожу воду в свой гараж по 40 литров, по 40 килограммов. Он у меня служит для транспортировки других вещей. И, между прочим, обратно из леса сейчас мы поедем не пустыми, а мы привезем для моей волшебной печечки длительного горения с леса дрова. И потом я вам покажу, сколько сюда влазит и как это все дело происходит. Но речь не об этом, а я хотел вам рассказать, какие нововведения, какие изменения произошли в этом прицепе, потому что использовать этот прицеп, ребята, все-таки прямо от производителя в принципе нельзя. Поехали. Первое, что случилось, какая у меня случилась проблема, это вот этот узел, ребята, у меня сломался. И сломался он, давайте возьму палочку, чтобы не показывать рукой. И сломался он, что самое противное, у меня в путешествии сломался он у меня под Черниговым, когда я ехал в Киев. Мне пришлось его полностью переделывать. Сейчас я откину, чтобы вы видели. Что произошло? Вот этот вот верхнее крепление, оно было очень тонким, тоньше, чем это. Нижнее было точно такое же тонкое. И под воздействием веса нагрузила я примерно килограмм по 30, может где-то 25. Ну, наверное, все-таки ближе к 25. У меня выломалось внутри, сам металл прогнулся, и полностью часть, которая крепится к велосипеду, она упала вниз. Как я доехал? Я просто привязал вот эту часть тупо веревкой, чтобы была какая-то вот такая, видите, какая удобная палочка, степень движения. И очень потихоньку я доехал до Киева. Что я сделал? Вы можете сейчас видеть, что я заказал сварщику, товарищ у меня делал, усилил здесь вот эти уши, видите, какие они толстые. То есть теперь уже сломать их практически невозможно. И кроме того, сюда и вниз точно так же я вставил подшипники. То есть у меня получается вот эта ось теперь работает на подшипниках. Внизу то же самое вы можете видеть, это все дело усилено. Конечно, ребята, сказать, что я тогда расстроился, это значит ничего не сказать. Я и выехал уже на трассу Киев-Чернигов, и тут сзади. Ну и первым делом я
подумал, что теперь мне с этим всем делать, как мне разгрузить прицеп. У меня тогда был там автомобильный аккумулятор как источник энергии, 30-ка, ну, в общем, полностью все. Хорошо, что у меня с собой было где-то метра 4 туристической хорошей такой веревки стропы. И я обмотал и доехал. А если бы не было? Ну, понятное дело, что гольные выдумки хитра, потому что ни скотч, ни армированный скотч, ни стяжки тут просто не помогут. Тут надо именно такая хорошая веревка. Поэтому, если вы соберетесь вот этот прицеп покупать, а он и сейчас в 2021 году продается за относительно небольшие деньги, в рекламе он есть, погуглите, прицеп Фиджи, то надо сразу вот эти два узла переделать. Я не думал, что с того момента, как я его купил, производители что-то в этом направлении сделали. Скорее всего, он как продавался вот так, так и продается. Следующее, что я сделал, это купил в магазине тканей вот такую толстую резинку, обмотал ее вот так поперек и купил вот такой вот непромокаемый ткань непромокаемую и сшил чехол. Просто взял и сшил, как попало, квадрат. В этом чехле я проделал по краям люверсы. Таким образом у меня получился вот этот непромокаемый, именно непромокаемый чехол. Почему? Дело в том, что сумка прицепа, она рассчитана, вот крышечка, которая закрывается, она рассчитана, что груз будет заподлицо. Но на практике так никогда не получается. Все время груз находится выше верхней рамы, потому что, ну, так получается, иначе просто нет смысла его с собой брать. Сюда берутся какие-то объемные вещи, кладутся, и он всегда выпирает. Соответственно, застегнуть я не могу родную сумку. И поэтому мне что-то надо было, во-первых, чтобы прижать груз, который я везу, а во-вторых, чтобы спрятать его от дождя. Это все стоит очень недорого, совершенно спокойно. Швейная машинка есть у всех, я не заморачивался, просто вырезал, пробил люверсы. Ткань взял толстую, такую основательную, чтобы не промокла, именно непромокаемую. И таким образом я защитил этот прицеп от дождя. Следующее, что я сделал, это поменял колесо. У меня стояло здесь колесо металлическое, родное, которое уже начало ржаветь. Поэтому я в веломагазине купил самое обычное алюминиевое усиленное колесо. Оно тоже стоит не так и дорого сейчас. Втулка, правда, открытая как здесь, так и там. Но я решил с этим мириться. В общем, ничего страшного. Можно раз в год, например, ее разобрать, смазать при активном движении. И таким образом не думал, что там что-то случится. Поэтому алюминиевое усиленное колесо здесь встало очень даже хорошо. Что мне это дало? Это мне дало, во-первых, я не боюсь, что у меня обод погнется, потому что тут усиление. И все-таки вес важен. Я думаю, не взвешивал, но грамм на 200-300 в минус ушел вес. И я этому тоже очень рад. Следующий момент, не очень такой, как сказать, он важный, но тем не менее он, как бы, можно считать мелкий, но важный. Это вопрос, связанный вот с этим флажком. Я не знаю, буду ли я увеличивать флажок. У меня была мысль его немножко увеличить. Один из вариантов, это не есть проблема. Пока используется этот старый. Но вопрос в следующем. Сейчас я попробую показать. Вот вы видите сейчас крепление самодельное. Оно такое грубо сделано. Здесь была гайка. И гайкой зажимался вот этот прут, сигнализатор, который вставляется. Тут идет обычная трубка, и он вставляется в трубку. Так вот, он у меня сломался, резьба здесь полностью слезалась. И мне тоже товарищ приварил сюда резьбу побольше. Для чего? Чтобы я и барашек, что я вот так открутить мог, и легко достать, и точно так же легко вставить, и легко прижать вот этот сигнализационный прут. Важность вот этого сигнализационного прута сложно себе представить. Это тоже из разряда мал золотник дорог, но дорог.
Извините, потому что вы сами понимаете, и видео вы мое уже видели по поводу безопасности. И без этого прута, я вам скажу, прицеп, он плохо обозначен на дороге. Я впоследствии еще думаю все-таки пришить либо на этот треугольничек красный, либо сшить побольше и по краям сделать светоотражающие полосы. Вот. Почему я не сделал намертво этот прут? Все достаточно просто. Ну а куда с ним войдешь, ребята? В поезд не войдешь, неудобно. Где-то надо сложить прицеп. Ну, представляете себе, как-то его, например, в гостинице переносить или еще где-то, когда сверху вот этот прут торчит, который за все цепляется, везде мешает. Он хорош только на дороге, когда ты едешь. Поэтому прут должен быть съемный. И съемный он должен быть не просто съемный, а, во-первых, хорошо зафиксирован, для того, чтобы на тряске он не вылетел. И в то же время его надо, чтобы он был сделан так, чтобы он доставался буквально одним движением руки. Ну, собственно говоря, вот я этого добился. Теперь этот прут у меня за секунду достается, за секунду складывается, вставляется, не выпадает, потому что снизу мы эту трубочку тоже заклепали, кстати, забыл сказать. То есть, если даже что, то он будет там стоять, этот прут. Можно его приклинить любой деревяшкой и доехать. И увеличенная гайка, которая приварена, резьба, все-таки она даст более долгий срок службы, нежели та мелкая резьба, которая была в комплекте. Стоит ли сейчас, ребята, в 2021 году покупать вот такой прицеп? Или, может быть, одноосный? Или, может быть, стоит купить дорогой двухосный прицеп за $500, хороший? Я не знаю. Те прицепы тоже имеют определенные недостатки, их люди переделывают и улучшают. Поэтому прицепа, я вам скажу, что в общем и целом он у меня служит на твердую четверку. Все те улучшения, все те изменения, которые я вам рассказал насчет этого прицепа, они все делаются легко в любой мастерской, в любых гаражах, где только есть сварочный аппарат, который варит черный металл. Здесь нет алюминия. Этот прицеп на данный момент после моей переделки, я неоднократно возил на нем вес по 40 килограмм, по 40 литров воды, правда недалеко, но тем не менее, это уже было раз 15-20 и все хорошо, то есть он выдерживает вполне этот вес. Другое дело, что с таким весом ездить нельзя в туризм, я бы больше 20 килограмм сюда нагружать не рекомендовал. Скорее всего, какие-то такие объемные, неудобные вещи, которые в процессе езды не достаются, вот их туда свалить и положить. Вот. Стоит ли использовать его как туристический прицеп? Ну почему нет? Например, если вы едете с животным, да, там много людей путешествуют с собакой и так далее. У этого прицепа есть определенные достоинства и недостатки по сравнению с одноосным, по сравнению с двуосным. Ну, если хотите, я этому посвящу отдельное видео, чтобы сейчас не уходить в сторону от темы. Все-таки я вам хотел показать, какие я изменения сделал с этим прицепом. Я не знаю, как я поеду в какой-то дальняк, возьму свои баулы артлибовские, либо это будет какой-то микс, и буду ли я использовать этот прицеп. Но сейчас я использую в утилитарных целях, он у меня не стоит, и эти изменения мне стоили очень недорого. На этом все. Ребята, жмите колокольчик. Не сочтите за труд поделиться этим видео у себя в соцсетях, Facebook, Instagram, YouTube, если вам оно понравилось. Если вам понравилось это видео, то вы тоже можете купить этот прицеп, погуглив, если он вам понравился. На этом я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого-самого хорошего. Пошел пилить дрова. Пока.